також кишківник, замучили, інтоксикації періодичні та ацетон, щиро дякую. Дивіться. Холецистит – это воспаление желчного пузыря. Панкреатит – это воспаление головки панкреаса или поджелудочной железы. И кишкивник, скорее всего, связан с двумя проблемами. С чего необходимо начинать? Однозначно начинать необходимо с сорбентов, но вы должны знать, чем обычно болеет наш желудочно-кишечный тракт, конкретно желудок. Он болеет всегда двумя разными заболеваниями. Первое заболевание называется повышенная кислотность верхней части желудка. Она обычно возникает у людей, у которых есть реактивный желудок и которые очень переживательные, то есть они нервные, бешеные, в их верхней части очень высокая кислотность, мега высокая. Таким людям нельзя кофе, у них в дальнейшем формируется запор у таких людей. Если у вас запор, то, скорее всего, это может привести к эзофагиальному рефлюксу, то есть может появиться галитоз, плохой запах изо рта и так далее. Второй вариант – повышенная кислотность, пониженная кислотность, неправильно, правильно говорю, повышенная кислотность нижнего отдела при пониженной кислотности верхнего отдела желудка. У человека появляется несварение и появляется диарея, хроническая диарея, хронический стул, или же стула нет, но один раз в туалет человек ходит, когда садится на унитаз, такое ощущение, как будто взрыв происходит. И все, как считает человек, выходит. Обычно такие люди, у них все развивается по принципу сахарного диабета, атеросклероза и так далее. Что необходимо делать и в первом, и во втором случае? Необходимо, первое, принимать сорбенты. Второе, необходимо принимать восстанавливающий микрофлору желудка препарат. И третье, лечить сам желудок. Это очень важно. Смотрите, в вашем случае 3 препаратов недостаточно. Вам необходим еще препарат от холецистита и препарат от панкреатита. Какие это препараты? Записывайте. Первое, ксилокс по 2 таблетки 2 раза в день. Антитокс 1 чайная ложка на стакан воды. Третий препарат, лизоцим экстра, 1 таблетка 3 раза в день. Запомните, никакого кофе не пейте. Кофе ухудшает ваше состояние во много раз. Третье, железняк, это очень важно, в виде экстракта. Дальше для вашей поджелудочной железы панкрисорб. И если у вас есть запоры, то препарат, который называется чай франгул. При холецистите вот этих препаратов достаточно, потому что, применяя данные препараты, вы избавитесь автоматически от холецистита тоже. Эффект великолепный.